Эта история началась 11 лет назад, когда одна семья из Великобритании принесла в свой дом маленького пушистого котенка. Этот котенок полностью изменил жизнь их сына Киана. Когда Симба перешагнул порог своего нового дома, он тут же подбежал к четырехлетнему Киану и вскарабкался мальчику на колени. Симба будто бы знал, что именно надо мальчику. Дело в том, что Киан появился очень рано на свет и сильно болел. У него аутизм, синдром вторичного иммунодефицита, дегенеративные кости и мягкие ткани, сказала Бекки Грин, мать Киана. В тот день Симба стал ангелом-хранителем для Киана. Киан часто перестает дышать, и Симба тут же мчится к людям, чтобы сообщить им об этом. Когда Киан беспокоен и напуган, то Симба сидит у него на руках и громко мурлыкает. Он единственный, кто может успокоить мальчика. И каждую ночь кот ложится спать с Кианом, а когда тот засыпает, уходит. И утром, перед тем, как Киан проснется, Симба всегда возвращается к нему в кровать. Но 9 октября жизнь этой семьи полностью изменилась. Бекки выходила на работу и собиралась отвезти детей в школу, когда Симба выскочил из дома в открытую дверь и скрылся из виду. Бекки подумала, что он вернется домой, но чуть позже получила от соседа сообщение, которое ее шокировало: Симбу сбила машина. Я мчалась домой так быстро, как только могла. Я увидела Симбу, который лежал на обочине. Его лапы были просто раздавлены, я аккуратно подняла его и дала своей маме, которая сидела на пассажирском сиденье. Мы мчались в больницу, а Симба, несмотря на свое состояние, очень громко мурлыкал, вспоминает Бекки. Бекки заранее предупредила врачей, что везет к ним Симбу. Ветеринары были шокированы состоянием его лап. Но самое главное, его внутренние органы не пострадали. К сожалению, в этой больнице не могли помочь. Здесь нужны были особые специалисты, и Бекки отправилась в клинику Квинс в Кембридже. «Усыпите его и заведите нового кота», такими словами встретили Симбу опытные специалисты. Они не видели целесообразности в сложнейших операциях. Услышав это, Киан упал на пол и начал биться в истерике. Он умолял врачей спасти его любимого кота, но те лишь пожимали плечами. Симба, видя, что его мальчику плохо, собрал все свои силы и с помощью задних лапок подполз к своему хозяину. Он терся о лицо мальчик и громко мурлыкал. Его не интересовали его сломанные лапы и жуткая боль. Он знал, что Киан нуждается сейчас в нем. «Это был самый душераздирающий момент в моей жизни», — говорит Бекки. Медсестра, которая наблюдала за всем этим, посоветовала Бекки связать с доктором Нейлом Фицпатриком, ортопедом-ветеринаром мирового класса. Замечательные хирурги в клинике доктора Нойла тут же положили Симбу на операционный стол. Они не давали 100% гарантий того, что кот выживет, но сдаваться они не планировали. Он пережил уже множество операций, замену кожи и реконструкцию костей. Через время ему стало намного лучше. Он даже начал самостоятельно питаться. Киан просил маму навещать Симбу как можно чаще. Они старались бывать у него 4-5 раз в неделю. Клиника находится в 500 километрах от дома Бекки, и поездка туда и обратно занимала около 8 часов. «Он мой друг, и теперь он нуждается сейчас во мне. Он должен видеть нас чаще», — сказал Киан своей маме. Симба — невероятно мужественный кот, за все время пребывания в больнице он ни на кого не пытался броситься или шипеть. Он стойко перенес все болезненные процедуры. По последним фото и видео с инстаграма Симбы, кот уже дома со своим любящим хозяином и полностью пошел на поправку. Дорогие друзья, если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на наш канал, где найдете еще много интересного, и не забудьте нажать на колокольчик и оставить комментарий.